Всем привет! Это проект Power Device, здесь мы прокачиваем наши Android-телефоны. Если на своем смартфоне вы слушаете музыку через беспроводные наушники и соответственно подключаете их через Bluetooth, да и в целом вообще, если вы пользуетесь подключениями через Bluetooth, например, также подключаете беспроводные колонки, то данное видео однозначно вам понравится. Сейчас поделюсь с вами одной фишкой и настройкой, которая, как вы уже поняли, относится к Bluetooth, упрощает опыт использования телефона, а также плюсом ко всему это будет немного экономить вашу батарею. Все это, о чем я только что сказал, работает следующим образом. К примеру, мне захотелось послушать музыку через беспроводные наушники. Что мы в таком случае делаем? Включаем Bluetooth. Далее запускаем какой-либо плеер, неважно какой. Теперь я подключаю свои беспроводные наушники к телефону. Все как обычно, например, я их достаю, начинаю прослушивать через них музыку. Проходит какое-то определенное время, музыку мы наслушались. И предположим, что у нас телефон лежит где-то далеко в кармане, либо в сумке, и нам неохота его доставать. Я вынимаю наушники из ушей, кладу их в футляр, закрываю футляр. Далее смотрите. Опа, Bluetooth сам отключается. Работает такая фишка при разных сценариях. Поверьте, это очень удобно. Все то же самое сработает, например, на заблокированном телефоне. Сейчас я вам привел один наглядный пример, но, например, мне это также помогает еще и в зале, на тренировках. В зале стоит большая беспроводная колонка, к ней я подключаюсь. По ходу тренировки слушаю музыку. Естественно, Bluetooth у меня включен. После тренировки обычно я беру телефон, просто нажимаю стоп на плеере. Ухожу из зала, и раньше у меня частенько оставался включенным Bluetooth, просто потому что я забывал его отключать. Так вот, сейчас с этой фишкой Bluetooth сам отключается. Когда я отхожу далеко от колонки, связь с ней прерывается, и эта фишка, которую я вам показываю, точно так же отключает Bluetooth автоматически. В общем, это очень полезно, вам должно понравиться. И чтобы не быть голословным, когда у вас включен Bluetooth, когда вы его, например, забыли отключить, если на том же телефоне Xiaomi зайти в настройки, приложение, разрешение приложений, устройство поблизости, разрешено, и здесь вы можете посмотреть, каким приложениям разрешено подключение по Bluetooth. Так вот, такие приложения, например, как Google, посмотрите, подключение по Bluetooth использовалось в последние 24 часа. Если у вас постоянно включен Bluetooth, Google может сканировать устройства вокруг вас и собирать статистику. Это факт. Вообще рекомендую зайти в эти настройки и, например, на таком сервисе, как Google, запретить использовать Bluetooth. И в целом в этом разделе найдите те приложения, которые не должны использовать Bluetooth, и отключите в них доступ к этой функции. Вернемся к основному посланию нашего видео. Автоматическое отключение Bluetooth работает вот через такое легкое дополнение. Обязательно смотрите ролик до самого конца, я покажу, как его настроить. Здесь нет ничего сложного, но все же нужны правильные настройки. Весит это дополнение всего ничего, 4,5 мегабайта. Сразу скажу для тех, кто думает, что оно будет жрать батарею. Так вот, батарею оно вообще не жрет. Если на телефонах Xiaomi зайти в безопасность, заряд, активность, спускаемся ниже, другие приложения, здесь вы можете видеть, какое приложение сколько поджирало батареи в процентах. Так вот, этим дополнением, которое я вам показываю, я пользуюсь уже много дней. И посмотрите, его нет даже в самом низу. В общем, давайте его установим и быстро настроим. Вот оно, это приложение, называется GreenTooth. Скачать, как всегда, вы сможете его в моем телеграм-канале Power Device. Ссылка будет в описании, не забывайте подписываться, здесь я оставляю много полезного и интересного. Приложение мы скачали и установили, заходим в него. Разрешаем отправлять уведомления, если что, потом это можно отключить. Далее здесь все достаточно просто. Активируем эту галочку. По умолчанию перед отключением стоит задержка 20 секунд. Я это так и оставляю. Что это за настройки? Это уведомления. Чтобы не быть голословным, сейчас покажу. Нажимаю «Перевести». Уведомление перед отключением и после. Я оставляю только вот эту галочку. Но самое главное, убедитесь, что включена эта. Также на телефонах Xiaomi рекомендуется зайти в эти настройки, контроль активности, и выставить нет ограничений, чтобы все хорошо работало.
Как вы уже понимаете, это приложение подойдет на все Android-телефоны. Но, например, на таких телефонах, как Xiaomi, Redmi и Poco, нужно зайти в настройки. Это очень важно сделать. Приложение, разрешение, автозапуск в фоновом режиме. Здесь находим наше дополнение, ставим галочку. Без этой галочки приложение не будет работать. И опять же скажу для тех, кто думает, что это поджирает батарею. Все эти приложения у меня давно включены. И если вы думаете, что они висят в фоне, например, вот так, то вы заблуждаетесь. Если приложение стоит в автозапуске, то это не значит, что оно жрет батарею. Далее мы можем закрыть все приложения, которые у нас открыты. Давайте проверим, все ли у нас работает. Я запускаю Bluetooth, включаю музыку, далее подключаю наушники. Подключение произошло, в наушниках воспроизводится музыка. Я наслушался, кладу их в бокс, закрываю бокс. Здесь очень важно понимать, что мои наушники при закрытии бокса деактивируются. Либо вы должны уйти далеко из комнаты, чтобы произошел разрыв соединения. Ждем около 20 секунд. Как видите, все прекрасно работает. После отключения Bluetooth у нас выходит вот такое уведомление. Я его оставляю, чтобы понимать, когда я забывал выключить Bluetooth, и он сам отключался. Друзья, пожалуйста, не забывайте подписываться на этот канал, на мой телеграм-канал, ставьте лайки. Если что-то непонятно, задавайте свои вопросы в комментариях, постараюсь помочь. Желаю вам только качественных девайсов и правильных настроек. До встречи в следующих роликах. Пока-пока.